Трамп об Иране. Подождите 24 часа и все узнаете. Как США поступят с Аятоллой и режимом Исламской Республики? Тайная встреча Стива Уиткофа и наследного принца Ирана Резы Пехлеви. Каковы шансы на возвращение монарха в Тегеран? Жуткие цифры. По приказу Аятоллы Хаменеи на иранских улицах могли расстрелять до 12 тысяч человек. Индия прекратила поставки риса в Иран, а это как хлеб. Теперь там будет голод. В США начинаются переговоры о будущем Гренландии. Пока без Трампа, но все всерьез. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Президент США Дональд Трамп несколько раз за минувшие сутки призвал иранцев продолжать протесты и пообещал, что помощь прибудет уже скоро. Сначала он написал об этом в своей социальной сети, а затем дважды повторил, выступая в Детройте. Вы сегодня утром заявили Ирану, что помощь протестующим уже в пути. Что вы имели в виду? О какой помощи идет речь? Вам придется самим догадаться. Извините, никто пока не смог назвать мне точную цифру. Я слышал самые разные оценки. Даже один погибший — это уже много. Но я слышал и гораздо меньшие цифры, и гораздо большие. Мы узнаем. Думаю, в ближайшие 24 часа станет ясно. Я считаю, что число большое. Позже, выступая в Детройтском экономическом клубе, Трамп упомянул о санкциях против всех стран, торгующих с Ираном, и назвал исламистский режим Аятолл монстрами. Кстати, всем иранским патриотам, продолжайте протестовать, по возможности берите под контроль ваши институты, сохраняйте имена тех, кто убивает и притесняет вас. Вы подвергаетесь очень серьезному насилию. Если цифры верны, я слышал 5 разных наборов данных. Слышал разные цифры. Послушайте, одна смерть — это слишком много, но я слышал и гораздо меньшие, и гораздо большие цифры. Но я говорю, сохраняйте имена, потому что они заплатят очень высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. И все, что я им говорю, помощь уже в пути. Вы видели, что я ввел тарифы для всех, кто ведет бизнес с Ираном. Они вступили в силу сегодня. И я говорю, сделайте Иран снова великим. Вы знаете, это была великая страна, пока туда не пришли эти монстры и не захватили ее. Но и это были не все заявления. По дороге из Детройта Трамп добавил к иранской теме несколько сообщений. У меня на уме Иран. Когда я вижу, что там происходит, какие там смерти, мы хотим, так что мы получим точные цифры. У меня они будут примерно через 20 минут. Мы получим точные данные о том, что происходит с убийствами. Пока выглядит так, что количество жертв значительное, но пока мы не знаем наверняка. Я буду знать через 20 минут. И будем действовать соответственно. Если будут авиаудары США, если они достигнут цели, станут защищать, это приведет к защите протестующих? Ну, никогда не знаешь, правда? Никогда не знаешь. Моя текущая статистика была отличной, но все равно никогда не знаешь. Как думаете, это будет что-то кинетическое или скорее кибератака? Ну, я не могу вам этого сказать. Я точно знаю, что это будет. Нам нужно принять решение. Но я не могу, очевидно, я не могу вам сказать. Что вы скажете американским военнослужащим? Почему стоит рисковать и вмешиваться в Иране? Иран уже сказали в прошлый раз, когда я разнес их объекты с ядерным потенциалом, которого у них больше нет. Поэтому Ирану сказали в прошлый раз, что им нужно вести себя прилично. Иранский оппозиционный телеканал Iran International заявил, что в ходе подавления протестов в Иране могли погибнуть по меньшей мере 12 тысяч человек. По утверждению канала, на основе пересмотренных данных от нескольких источников, массовые убийства произошли в ночь с 8 на 9 января и стали, как утверждается, крупнейшими в современной истории страны. Согласно публикации, большинство погибших были расстреляны силами корпуса стражей Исламской революции и формирования Басидж, а приказ об открытии огня якобы был отдан лично верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи с ведома всех ветвей власти. Большая часть жертв, как утверждается, это молодые люди до 30 лет. Официальные власти Ирана признают гибель около 2000 человек за 2 недели протестов. Правозащитные организации называют значительно меньшие цифры, чем Iran International. Харана сообщает цифру 1850 погибших. Агентство Reuters говорит также о примерно 2000 жертв. Тем временем CNN сообщает о видео из Тегерана, снятых у судебно-медицинского центра Кагризак, где видны десятки тел в черных мешках и родственники, пытающиеся опознать погибших. По данным Харана, в одном из моргов может находиться около 250 тел. Иранские государственные СМИ подлинность видео признали, но возложили ответственность за гибель людей на участников беспорядков.
Из-за отключенного интернета и телефонной связи, а также использования технологий по глушению спутников Starlink, получение объективной информации из Ирана крайне затруднено. У меня есть дальний родственник, у которого есть доступ к Старлинку. Благодаря этому мне удалось связаться с некоторыми членами моей семьи. То, что они рассказывают. На улицах огромное количество людей. Выходят семьи. Бабушки, молодежь, пожилые, все. За эти годы накопилось столько ярости и гнева. И что важно, даже многие религиозные люди выступают против режима. Это был постепенный процесс. Многие раньше не были радикально настроены и не требовали смены режима. Они просто хотели, чтобы что-то изменилось. Существуют видео, которые публиковало само правительство «Исламская республика». И эти видео используются, чтобы полностью исказить реальную картину происходящего. Там была огромная яма с большим количеством тел, и семьи искали своих детей, родителей и близких, А они, власти, утверждают, что этих людей убили протестующие, те, кто якобы устраивает насилие, а не государственная система. Ситуация просто ужасная. Врачи просят о помощи, потому что в больницах у них даже нет связи друг с другом. Они не могут вызвать коллег, не могут связаться с другими врачами, чтобы те пришли на помощь. И, как вы знаете, больницы тоже подвергались нападениям. Это не впервые. Во время движения «Женщина, жизнь, свобода» мы уже сталкивались с этим. Протестующих похищали прямо из больниц. Число убийств растет с ужасающей скоростью, а кадры и видео, которые до нас доходят, на них невозможно смотреть. Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф тайно встретился в минувшие выходные с находящимся в изгнании бывшим наследным принцем Ирана Резой Пехлеви для обсуждения протестов, охвативших страну. Об этом изданию Axios сообщил высокопоставленный представитель администрации США. Это первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Дональда Трампа с момента начала протестов 15 дней назад. Пехлеви пытается позиционировать себя как переходного лидера на случай падения режима. Реза Пехлеви, сын Шаха, свергнутого в ходе Исламской революции 1979 года. Он возглавляет одну из оппозиционных групп, находясь в изгнании в США. В течение последних 2 недель Пехлеви регулярно выступал на американских телеканалах, призывая администрацию Трампа вмешаться и поддержать протестующих. Во вторник утром команда Белого дома по национальной безопасности провела совещание, посвященное возможным вариантам реакции на события в Иране. Президент Трамп в нем участия не принимал. По словам высокопоставленного американского чиновника, обсуждения находятся на ранней стадии. «В данный момент мы не находимся в режиме принятия решений о военных действиях», сказал он, отметив при этом, что трудно предсказать, к какому выводу в итоге придет Трамп. Госсекретарь Марко Рубио, по данным источника, в последние дни на закрытых встречах говорил, что администрация рассматривает неконвенциональные, невоенные способы поддержки протестующих. В начале протестов администрация Трампа не рассматривала Пехлеви как значимого политического игрока. В интервью программе Хью Гитву Шоу на прошлой неделе Трамп отказался публично его поддержать. Однако, по словам одного из высокопоставленных чиновников США, администрация была удивлена тем, что во время многих акций протеста люди скандировали имя Пехлеви. Имя Пехлеви действительно часто звучит на протестах, однако эксперты отмечают, что сейчас трудно судить, отражает ли это широкую поддержку в иранском обществе. Хотя даже без уверенности в его лидерских качествах, многие иранцы могут быть готовы принять его как временного лидера, считая это меньшим злом по сравнению с текущей ситуацией. Согласно опросам общественного мнения последних лет, включая ноябрь 2025 года, около трети иранцев поддерживают Пехлеви, еще около трети выступают резко против него. Это более высокий показатель, чем у любого другого представителя иранской оппозиции. Министр иностранных дел Великобритании Ивет Купер, выступая во вторник в парламенте Великобритании, осудила иранское руководство за то, что она назвала ужасным и жестоким убийством протестующих. Также она сообщила, что Великобритания вызвала иранского посла, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации. Во вторник вечером иранский посол прибыл в Министерство иностранных дел в Лондоне. Ambassador, are you going to stop killing your own people? Is the regime on its knees, Ambassador? Are you prepared for US strikes? When are you going to stop killing your own people, Ambassador? Is the regime going to topple? Тем временем Ивет Купер сообщила членам британского парламента, что внесет на рассмотрение законопроект о введении полномасштабных дополнительных санкций против Ирана. Соединенное Королевство самым решительным образом осуждает ужасающие и жестокие убийства иранских протестующих и требует от иранских властей уважения основных прав
и свобод своих граждан. Сегодня, по мере поступления новых сообщений, министр по делам Ближнего Востока по моему указанию вызвал иранского посла, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации и призвать Иран к ответу за ужасающие сообщения, которые мы слышим. Европейский Союз обсуждает дополнительные санкции против Ирана, заявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас во время визита в Берлин. Жесткие и жестокие действия сил безопасности неприемлемы и демонстрируют режим, боящийся собственного народа. ЕС уже ввел масштабные санкции против Ирана, против лиц, ответственных за нарушение прав человека, распространение ядерного оружия и поддержку Тегераном войны России. И мы обсуждаем введение дополнительных санкций. Знаете, очень часто эти режимы очень и очень устойчивы. Так что, честно говоря, мы не знаем. Мы продолжаем поддерживать гражданское общество, а также вводим дополнительные санкции против тех, кто применяет насилие против мирных протестующих, чтобы показать, что мы осуждаем эти действия. Но в конечном итоге решения должны принимать сами иранцы. Экспорт индийского риса басмати в Иран практически остановился на фоне масштабных антиправительственных протестов и роста финансовых рисков. Индийские поставщики опасаются неплатежей и возможных санкционных последствий, сообщили представители отрасли. Ситуация осложнилась после заявления президента США Дональда Трампа. В понедельник он предупредил, что любая страна, продолжающая торговлю с Ираном, может столкнуться с 25% пошлиной на торговлю с Соединенными Штатами. Экспортеры признают, это еще больше снизило готовность заключать новые контракты. Индия – крупнейший поставщик риса в Иран. На басмати приходится почти 2/3 всего иранского импорта из страны. Однако, по словам импортеров, выполнить уже существующие обязательства и провести платежи становится все сложнее. Иран является вторым по величине покупателем риса басмати в мире у Индии. И Иран ежегодно импортирует товаров на сумму около 750 миллионов долларов. Это примерно 850 тысяч метрических тонн. Это очень значительный объем, и по мере распространения этой новости во всей цепочке поставок возникла паника. Произошел сбой в коммуникации между иранскими импортерами и экспортерами из Индии. Это привело к огромному скоплению запасов в иранских портах, таких как Чабахар и Бандар-Аббас. Мы также видим, что большое количество грузов лежит и в индийских портах. Это привело к общей панике на рынке, и закупки практически прекратились. Сейчас нам нужны новые рынки. Вместе с новыми рынками нам также необходимо сохранить свою долю на существующих. А поскольку Иран является нашим вторым по величине рынком в мире, потеря или даже небольшая угроза для этой доли рынка – это очень тревожная ситуация для экспортеров и для всего сельскохозяйственного сектора Индии, потому что, как мы видим, цены в Индии упали, даже несмотря на новости об этом хаосе. Поэтому, если этот хаос продолжится или усилится, это приведет к каскадным последствиям по всей цепочке поставок. Президент США Дональд Трамп посетил Детройт, чтобы подчеркнуть важность американского производства и заявить, что его торговая и энергетическая политика снижает расходы домохозяйств. Выступая в Детройтском экономическом клубе после посещения завода Ford F-150 в Дирборне, он заявил, что экономический рост взрывообразный, инфляция побеждена, а инвестиции стремительно растут. При этом Трамп критиковал Федеральную резервную систему за слишком высокие процентные ставки. Его визит совпал с детройтским автосалоном, где американские автопроизводители демонстрируют новые модели на фоне изменений торговой политики и ответных мер Китая. Белый дом уверяет, что эти шаги оживят американское производство. При нашей администрации рост просто взрывообразный. Производительность стремительно растет, инвестиции бурно развиваются, доходы растут, инфляция побеждена. Америка вновь пользуется уважением, как никогда раньше. А в остальном, не так уж хорошо. И мы возвращаем Венесуэлу, и это будет хорошо для Венесуэлы, хорошо для нашей страны. Мы принимаем, как я уже говорил, миллионы и миллионы баррелей нефти. И сейчас они приходят первоначально ежедневно 50 миллионов баррелей на сумму более 5 миллиардов долларов, и это за один день. Побеждать — это хорошо. Мы будем работать с Венесуэлой. Мы снова сделаем эту страну очень сильной. Мы еще больше снизим цены на нефть. Сейчас они находятся примерно на 6-летнем, 7-летнем минимуме, но мы их еще снизим. И лишь на прошлой неделе средняя 30-летняя ипотека опустилась ниже 6% впервые за много лет. Очень быстро. И это не благодаря ФРС. Если бы ФРС помогала, было бы проще. Но этого дурака скоро не будет. Я защищаю американского рабочего автомобильной промышленности, как ни один президент раньше. Эти тарифы удерживают иностранных автопроизводителей. Но если они хотят прийти, построить завод и нанять вас, ваших друзей и соседей, это прекрасно.
Я люблю это. Пусть приходит Китай, пусть приходит Япония. Они приходят и будут строить заводы, но используют нашу рабочую силу. Американские автозаводы сейчас получают более 70 миллиардов долларов новых инвестиций. Подумайте только, они уходили. Все уходили. Все шли в противоположном направлении. А теперь деньги льются обратно. Это величайшее, чего никто никогда не видел. И большая часть этих денег идет прямо сюда, в автомобильную столицу мира. Детройт. Вы потеряли столько кризисов. Но разве неприятно иметь президента, который может говорить без текста с телесуфлера, не так ли? Вспомните выступление Джо. Во-первых, они длятся считанные секунды. Большое вам спасибо. Вы замечали, что Джо всегда кашляет перед своей речью в послании о положении дел? Он говорит «дамы и господа», и все. И потом очень коротко. Хотя один раз его хорошо подготовили, чтобы запомнил, он был на 7-м небе, порхал там, где-то высоко-высоко. Министры иностранных дел Дании и Гренландии Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Моцфельд 14 января проведут в Вашингтоне переговоры с вице-президентом США Джей Ди Венсом и государственным секретарем Марко Рубио. Встреча, которая пройдет в Белом доме по инициативе Венса, призвана перевести дискуссию о будущем Гренландии в переговорную комнату для прямого и откровенного диалога между союзниками. Накануне премьер-министр Гренландии заявил, что Гренландия предпочла бы остаться частью Дании, чем стать территорией Соединенных Штатов. Прежде всего, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Гренландия не продается. Сегодня мы обсудили наше сотрудничество между Гренландией и Данией. Я должен подчеркнуть, что Гренландия является частью королевства. Мы – конституционное государство, основанное на демократических ценностях. И у нас есть самоуправление в составе королевства Дании. Ситуация очень серьезная, и геополитические интересы оказывают огромное давление на нашу страну и ее народ. Гренландия не хочет быть собственностью США. Гренландия не хочет управляться США. Гренландия не будет частью США. Мы выбираем ту Гренландию, которую знаем сегодня. Часть королевства Дания. Сейчас мы столкнулись с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между США и Данией здесь и сейчас, мы выберем Данию. Мы выбираем НАТО, мы выбираем королевство Дания, мы выбираем ЕС. Сейчас не время для внутренних дискуссий и разногласий. Сейчас время объединиться и строить сообщество, которое мы знаем и хотим видеть. Гренландия, как часть королевства Дания, является членом НАТО. Мы очень доверяем альянсу НАТО и знаем, что НАТО поддерживает нас в этой ситуации. Но поддержка со стороны Европы и Дании абсолютно необходима в данной конкретной ситуации. Противостоять совершенно неприемлемому давлению со стороны наших ближайших союзников на протяжении всей жизни было непросто. Но многое указывает на то, что самая сложная часть еще впереди. Речь идет не только о Гренландии или королевстве. Речь идет о невозможности изменить границы силой, о невозможности подкупить чужой народ и о том, чтобы малые страны не боялись больших стран. Именно поэтому мы открыто высказываемся. И именно поэтому многие союзники делают то же самое в скандинавских странах, в Европе и во всем остальном мире. А завтра Гренландия и Дания встретятся с Соединенными Штатами. Мы объединяемся, мы остаемся вместе и движемся вместе. Мы хотим вести диалог и сотрудничать. Мы не стремимся к конфликту, но наше послание ясно. Гренландия не продается. На фоне растущей напряженности министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что 19 января вместе с Вивиан Моцфельд проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Поульсен подчеркнул намерение Копенгагена обеспечить более устойчивое и расширенное военное присутствие Дании и ее союзников по НАТО вокруг Гренландии. В НАТО мы все согласны. Мы все согласны с тем, что когда дело касается защиты Арктики, мы должны работать вместе, и именно это мы и делаем. Конечно, я никогда не комментирую дискуссии между союзниками. Это не в моей компетенции, но я могу заверить вас, что существует полное согласие в том, что когда речь идет об оценке срочности ситуации в области безопасности, не только в Балтийском море, не только на восточном фланге, но и в Арктике, и на саммите, который, очевидно, также был проведен, но сейчас сосредоточен на Арктике, мы все работаем вместе. Я никогда не комментирую, когда между нами ведутся дискуссии. Мы, конечно, во всем согласны, но могу сказать, что когда мы говорим о безопасности Северного Ледовитого океана, внутри Альянса нет разногласий по этому вопросу. Гренландия – крупнейший остров в мире и самоуправляемая территория в составе королевства Дания. При этом вопросы обороны и внешней политики остаются в ведении Копенгагена. На острове также размещена американская военная база, играющая ключевую роль в системе безопасности в Арктике.